Мне от одной картинки вообще просто не по себе становится. Take А a это light with просто me. забей. You can use your feet for leverage and you can't see. Вот эта тема у меня очень не по себе мне сейчас. Он практически застрял. Он вместе с командой исследовал сложную подводную систему. В некоторых местах Да не, ну это невозможно забей. дышать. Я не знаю, что ими движет. Ну, наконец-то легендарное возвращение главного крыла на YouTube, а это значит, нас ждет только самый потужный, самый качественный, самый лучший контент. Возвращение фан-стримов каждое воскресенье в 20:00 по МСК, возвращение нарезок и всеми любимые игровых прохождений. Но чтобы не профуфунить все это добро, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Hard Inside. Ведь там каждый день публикуются оповещения о всех стримах, роликах и, что очень важно, именно там происходит оповещение о наступающих розыгрышах. Поэтому, если хочешь быть в курсе всех событий, то переходи в ТГ по QR-коду, ссылочка в описании или собственными ручками введи Hard Inside, тогда точно ничего не пропустишь. Всем привет, с вами всегда я. И я, и Зомби Чес. Зомби Чес и я. Это что значит? Значит то, что ближайшие минут 30 мы проведем с вами в страшилках. Посмотрим всякие страшные моменты. Но Зомби Чес угадал с этим роликом. Да, называется он, знаете как? 7 ужасающих моментов в пещерах, снятых на камеру. На самом деле ни одного выпуска Stay Alone, то есть рубрики по заброшкам. На канале Они, кстати, можете посмотреть, или на канале Hardplay на ютубе. В разделе Мистика и заброшки. Он так и называется, плейлист, можете глянуть. Третий сезон я тоже, скорее всего, не пойду в пещеры. Пещеры это очень страшно, это очень жестко и может, в принципе, все закончиться за секунду. Как и, в принципе, на любой заброшке. Но в пещере почему-то мне кажется, что нужен опыт и нужна какая-то все-таки подготовка маломальская, потому что, не дай бог, если что-то где-то обвалится, завалится или заблудишься просто, то будет конец. Про газ тоже не забываем, в пещерах частенечко это бывает. Ну давайте посмотрим, узнаем, кто, где и как. Всем приятного просмотра, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Нас очень-очень много народу возвращается. С возвращением. Я, кстати, тоже вернулся на YouTube, стримлю игры день через день, а по выходным в 20:00 у нас с вами замечательные фан-стримы, так что приходите, присоединяйтесь, 20:00 каждое воскресенье. Добро пожаловать по московскому времени. Ну и, кстати, также день через день, ребята, стримлю на ВК, смотрим фильмы, вот только досмотрели «Хоббитов», все выгружаю либо на туда же на ВК, ссылка внизу в описании на стриминговую платформу, либо на Бусти. Ну а Бусти у нас, как говорится, вы все знаете, тоже первая ссылка в описании, 100 рублев всего стоит вместе. Всем приятного, поехали. Кстати, спасибо всем, кто поддержали на новый контент. Я там полосочку сбора поставил на Бусти. Там с левой стороны можно увидеть. Да, 1,5 уже закинули, так что потихонечку нас собираем. Погнали. Ютубер по имени Алекс из канала Алекс. Central Caving исследует один из самых опасных, узких и непредсказуемых пещер системы по всему миру. В этот раз исследование новой пещеры почти стоило ему жизни. Впадает в панику, едва не 3 тонет. ноября 2023 Мне года. очень интересно, есть ли такие работяги, кто прям боится замкнутых пространств. На самом деле в этом ничего нет такого. Я, наверное, как минимум не по себе, и как максимум, ну прям вот паники, наверное, вряд ли будет. Но то, что прям очень жестко и очень стрёмно, да, прям очень стрёмная тема. Когда вот прям ты или застреваешь где-нибудь, или еще что-нибудь, мне кажется, это ну прям вообще забейте. Года группа из 5 молодых людей, включая Алекса и его близкого Очень друга у многих, Джейкоба, кстати, паника. отправились исследовать От пещеру, в клаустрофобии. которой они никогда раньше не были. Но это нормально. План был прост: следовать за веревкой, добраться до конца, задокументировать путешествие. Смотри, что творят. Но когда ты в пещере, не всегда все идет по плану. Сначала все казалось идет хорошо. Фонари Мне от одной картинки, короче, вообще просто не по себе становится. Жесть. Просто забей. Я не знаю, что ими движет. включены, ботинки зашнурованы, настроение приподнято. Офигеть. Они направились внутрь, не зная, что условия под землей уже изменились. И быстро. Вскоре после начала Офигеть. спуска они уже боролись с поднимающейся водой. Узкие проходы пещеры были частично затоплены, из-за чего каждый шаг становился все труднее и опаснее. Воздух был влажным, камни скользкими. Каждый шаг Забей вперед просто. означал спуск все глубже и в землю, и в Так, надо не забыть Зомби Чезу лайк поставить. Обязательно стоит. неизвестность. Не забудьте тоже, чтоб стоял. Жесть. Было слышно, как они смеются, разговаривают о том, как дойдут до конца тоннеля. Но под поверхностью нарастало напряжение.
Джейкоб, другой друг, участвующий в поездке, уже проверил путь вперед. Он предупредил их, некоторые части прохода полностью под водой. Нужно опускать голову, чтобы пройти. В некоторых местах Да не, ну невозможно это забей. дышать. Там на самом деле ошибка может жизни стоить. Тем не менее, группа продвигалась помощь вперед, нормальную не следуя за оказать. веревкой, надеясь, что все пройдет без происшествий. Но по мере того, как они следуют все глубже в затопленный тоннель, страх виден на Офигеть. его лице. Его уверенность начинает Ну исчезать. да, смех пропал с лица заметно. Движения становятся все более судорожными. Уровень воды настолько высок, что заполняет ему Офигеть. уши, и единственный способ дышать – это запрокинуть голову прямо вверх к потолку. Чем дальше он ползет, тем менее устойчивый становится, и потом происходит это. Паника. Кореш, паника началась. Офигеть. Хватанул, видать, воды и на панике вылетел оттуда. И чуть друга за собой еще не утащил. Один из друзей Алекса внезапно начинает паниковать и задыхается. В панике просто бросается на Алекса, тем самым чуть не утопив себя и своего друга. Холод, вода, теснота – все это давит. Офигеть. В пещере паника – твой злейший враг. Несмотря на хаос, им удалось держать голову над водой. Они тащили себя метр за метром обратно к свету. Когда они, наконец, достигли открытого Очень пространства, жесткая и тема. Алекс и его друг были исцарапаны в синяках и полностью истощены, Да главное, что живые, и ладно с этими царапинами. Царапины-то пройдут. это могло закончиться совсем иначе. Очень жестко. Очень жестко. Вообще забей. Видео было загружено на YouTube 10 января 2022 года под названием «Задушенный в душной пещере». Этот мужчина из канала Caveman Hikes загрузил уже десятки подобных видео, Офигеть. где удачно выбирался из пещеры после Офигеть. длительного исследования. В данном видео все выглядит очень тревожно. Офигеть. So far, I haven't felt like that squeeze. До сих пор я не ощущал этого давления, этой сдавленности, но проблема в том, что я не знаю, смогу ли взять свет с собой. But I don't know if I'm gonna be able to Но take это light with просто me, забей. is the problem. If I go Superman style, I can certainly get through. But then Если я поползу вперед в стиле Супермена, то, скорее всего, смогу пройти. Но одежда будет собираться и сминаться. Хотя на камере это будет выглядеть эффектно. Это просто забей. А если он застрянет? А если вот, ну, просто вот он возьмет, вот просто его, вот он возьмет и застрянет. Как его вытянуть оттуда? Я не знаю, что ими движет. Я клянусь, я не знаю, что ими движет. my clothes are gonna bunch up, and it'll look cool on camera, but very uncomfortable bunching clothes up and backing up at the same time. So one of ужасно. the nice things about these is you can use your feet for leverage, and you can't see that, but I take my feet and I Реально pinch it up ужасно. against Я the клянусь ceiling, вам, это and очень then I страшно. use that to leverage myself Это правда backwards. страшно. So I'm leveraging myself through here, and I fit okay. It didn't look like I was gonna, but I'm Что тобой движет, ты же тоже рискуешь. И это другое. pretty much. Где? На заброшках что там может случиться? Ну, этаж обвалится. Ну, ладно, бывает. I just have a Это hard time другое. leveraging myself Вообще другое, to это не move считается. myself over this knuckle. But it's gonna be a little lossy here. Офигеть. Некоторое время он пытается пролезть вглубь пещеры. Офигеть. В какой-то момент понимает, что он практически застрял. Trying to give you a decent view of what's going on in my little gumdrop's life here. Это просто, ну, это ужас. Смотри. I'll bring you closer. There we go. So it's all about leverage, and I don't know where my feet are here. But Здесь все зависит от точки опоры. И, честно говоря, точно не знаю, где сейчас находятся мои ноги. I'm working my way through here as I can. I can't turn and see. Я see, вам this is the серьезно problem говорю, with это the очень clothes. жуткий ролик. Bunching up. Лучше бы страшилки посмотрели, не так страшно. Вот эта тема у меня очень не по себе мне сейчас. Очень не по себе. My knee pad's caught. Зацепился. Okay. После чего решает не рисковать и пытается выползти обратно к началу. К счастью, ему удалось Офигеть. выбраться без травм.
Британский дайвер Джордж Брэчли, участник легендарной операции по спасению детей в пещерах Таиланда, пропал во время погружения в одну из подводных пещер штата Теннесси – Mill Pond Cave. Он вместе с командой исследовал сложную подводную систему, когда неожиданно исчез из поля зрения товарищей. Осознав, что Джош не всплыл, друзья немедленно сообщили о происшествии, и была организована... У меня прям, знаешь, я не знаю, есть у вас такое ощущение? У меня, может, это, конечно, самовнушение, у меня как комок к горлу, знаешь, прям подошел. Вот как будто вот просто вот не по себе, вот прям вот реально не по себе. То есть прям вот, ну, внутри вот прям как будто сжимается дискомфорт такой. Срочная спасательная Я просто не операция. представляю, что человек На место чувствует. прибыл Эд Соренсен, один из самых опытных спелеодайверов США, известный тем, что находит и спасает дайверов в самых экстремальных условиях. Он Дышать прилетел тяжело, из да-да-да, как Флориды будто ты по там срочному находишься. вызову и сразу Ага. начал погружение. Ага. В мутной воде, где почти невозможно что-либо разглядеть, единственной надеждой остается направляющая веревка, которую Эд протягивает от входа в пещеру. Она помогает не сбиться с пути и безопасно вернуться. Смотри, мутная вода какая. Соренсен тщательно обследует каждый тоннель и узкий проход 120-метровой пещерной системы. Его сопровождают только кислород, свет фонаря и абсолютная тишина. Спустя почти час поисков он замечает рябь на поверхности воды. Это может быть признак воздушного кармана. Он направляется туда и действительно находит Джоша живым. Офигеть. Ты представляешь, что этот чувак испытал? Макс, спасибо. How you feeling for warmth and everything? Okay. Let's get out of here and go have something to eat. Okay, the only problem is when we get on my line, be real careful not to knock that off or we're in big trouble. Я даже не знаю, что сказать, короче. Тот сидел в замкнутом куполе с воздухом, полностью в темноте, без связи и возможности выбраться самостоятельно. Теперь оба должны действовать четко. Спасенный дайвер цепляется за белую веревку, проложенную Соренсеном, и следует по ней. Они выбираются наружу. Тем временем на поверхности команда, местные спасатели и друзья Джоша с замиранием сердца ждут их возвращения. Несмотря на опасность, замкнутое пространство и отсутствие надежды, Эд Соренсен, как настоящий герой, буквально нашел свет в конце тоннеля и спас человека, оказавшегося в смертельной ловушке. Сами туда лезут, да? Эта факту. история взята из YouTube канала Action Adventure Twins. Два брата, Джеймс и Adventure. Эдвард, с начала 2020 года они исследуют опасные тесные пещеры. Я сразу «Спуск» вспомнил фильм. Помните, мы смотрели «Спуск», «Спуск 2». Вообще забейте. Кто не смотрел, посмотрите. Такой он тоже, прям, тоже любители полазить по всем этим пещерам. Страшилка такая, неплохая. Снимая свои приключения. Несмотря на Бусте накопленный есть, опыт, если в что, там марте в поиске 2021 года один из братьев оказался на волосок от смерти. Они решили исследовать известную пещеру Петти Джона. Просто забейте, блин. Я не знаю, рискну ли я когда-нибудь спускаться в пещеры. Единственное, наверное, чего я прям вот конкретно побаиваюсь. Прям Джорджи. очень... К тому моменту они уже несколько раз бывали в различных частях этой пещеры, лабиринта, и даже обнаружили подземный водопад во время одной из предыдущих экспедиций. Они чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы справиться с трудностями подземного лабиринта. Однако, в этот раз их целью стал один из самых сложных участков, не зря названный Офигеть. нервным срывом. This one's tight. Смотри. Смотри. Что-то точно описывает состояние тех, кто Это пытается просто- через него пройти. Начало экспедиции не предвещало беды. Братья протиснулись через узкий вход и достигли первого открытого пространства пещеры. Реально, Но вскоре реально проходы снова больные начали просто. сужаться, вынуждая их продвигаться ползком через все более тесные щели. После примерно 25 минут ползания они столкнулись с первыми серьезными препятствиями. Грязной комнатой с узкой и глубокой ямой посередине. Ты понимаешь, ты назад можешь не развернуться. Просто назад не развернуться. Все. Которую нужно было осторожно обойти по краю. Один неверный шаг означал падение в узкую яму с практически нулевыми шансами на спасение. Офигеть. Скользкие стены и отсутствие надежной опоры Офигеть. сделали бы невозможным вытащить упавшего. Преодолев это опасное место, они наконец добрались до входа в печально известный нервный срыв. К их разочарованию часть окружающей
ближайшей области обвалилась, что значительно усложнило поиск безопасного пути. Вокруг было куча камней, узкий проход и непроглядная темнота. После долгих поисков Эдвард наконец обнаружил вход и решил спуститься, оставив брата наверху как страховку на случай возможной проблемы. Это Он просто... даже не подозревал, что это решение станет одной из самых больших ошибок в его жизни. Спустившись немного вглубь, Эдвард пытался связаться с братом, но в ответ ничего. Да ладно. Ты представляешь, что он в этот момент почувствовал? Офигеть. Фигак, и брат ему не отвечает. И он один остался. I don't hear James anymore. Uh-oh. Эдвард оказался в кошмарной В ситуации. донате даже пишет человек: спасибо огромное, у меня нет страха замкнутых пространств, но от увиденного стало очень жутко. Это очень жутко. Потерянный в неизвестной Очень части жестко. пещеры без какой-либо связи с братом. Поначалу он старался не паниковать и продолжал спуск, все еще надеясь встретить Джеймса где-то впереди. Смешно, Однако, но он может засмеяться, это как панический такой смех. То есть он может, Паш, засмеяться, когда, ну, человек, он на такой, на грани находится, и может смех быть. То есть люди могут смеяться в самых критических ситуациях, просто, ну, вот так вот у них психика реагирует. Это нормально вполне. после 30 минут тщетных поисков, реальность ситуации стала до него доходить. Он понимал, что паника – худший враг в такой ситуации, но тревога все равно нарастала с каждой минутой. После множества безуспешных попыток докричаться до брата, Блин. Эдвард решил вернуться по своим Смотри, что следам, творится. не представляя, насколько сложно кажется эта задача. Смотри. James! James! It's been like 30 minutes since I last Прошло saw 30 him. минут с тех пор, как я видел. I don't even know where I'm at. Я не Tried to понимаю go даже, back где я to the last нахожусь. place I saw him. Пытаюсь вернуться к тому месту, где видел его в последний раз. Все выглядит совершенно одинаково. Заблудился. And everything just looks the same. It's just a jumbo maze. Просто бесконечный, беспорядочный лабиринт. Каждое направление выглядело абсолютно одинаково в тусклом свете фонаря. Узкие проходы и неровные стены не давали никаких ориентиров, чтобы понять, откуда он пришел. С каждым шагом ситуация становилась все более отчаянной. Неверное решение могло привести либо к тому, что он застрянет в слишком узком проходе, либо что он просто не успел пройти по Ужас пещере, какой-то. что еще хуже, упадет в расщелину. Даже если избежать физических травм, легко заблудиться и бродить, пока силы не иссякнут полностью. Запись, начавшаяся с того, как он с энтузиазмом спускался во вход нервного срыва, могла закончиться кадрами, документирующими его последние минуты жизни. После долгих блужданий по кругу, взгляд Эдварда зацепился за знакомую Смак. деталь – кусок маркировочной ленты, которую он видел во время спуска. James! О! Oh, Нашел! you're over here? Я бы не бросил, даже не только брат, вот с кем бы я зашел, я бы не смог, я бы себе не простил никогда этого. Я бы все равно нашел. Но я думаю, что я бы смог собраться даже в такой ситуации, ну, типа, успокоиться и в здравом рассудке найти человека. Я бы не смог бросить человека. Oh, Прямо. dude. Ни при какой ситуации. This place is a Жестко. maze, man. Че он случилось Man, с ним? dude. I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. После воссоединения братья не разделялись до конца экспедиции и Обалдеть. благополучно выбрались наружу без Обалдеть. серьезных травм. Этот опыт не отвратил их от исследований пещер. Они продолжают выкладывать видео на YouTube, но теперь с гораздо более осторожностью и лучшей подготовкой. Следующая история произошла в январе поднимающейся воды. 2014 года, когда группа исследователей пещер решились на покорение пещеры Лос-Джонса в Ланкашире, Англия. Это впечатляющая просто- пещера систем протяженностью примерно в 5 километров, а известная глубина там достигает около 215 метров. Большинство участников экспедиции имели за плечами годы спелеологического опыта. Как многие исследователи пещер были уверены в своих навыках. Они провели тщательную подготовку, изучили карты, составили маршрут, собрали необходимое Я снаряжение. даже не знаю, что сказать. Но в мире Это... спелеологии есть жестокая истина. Когда что-то идет не так, никакое планирование не может гарантировать безопасность. Даже самые опытные исследователи оказываются в смертельно опасных ситуациях. Офигеть, знаешь, что донатит человек? Я почему-то верю в это. Мы
Мы были в таких пещерах 3 месяца подготовки для 3-6 часов в такой пещере. 3-4 часа в неделю сидели в темноте и в тишине для эмоциональной подготовки. Это очень сложно, и с клаустрофобией нельзя идти. Очень жестко. Пацаны, будьте аккуратнее, я вас очень прошу. Именно это и произошло с одним из членов группы, Бобом Джонсоном. Поначалу экспедиция проходила гладко. Группа уверенно продвигалась вглубь Жесть. пещеры, используя принесенное оборудование для преодоления препятствий. Но все изменилось, когда они достигли участка, известного как Труба. Необычайно узкий проход, требующий продвижения ползком на животе. Прикинь, Ситуацию смотри. усложняло то, что часть прохода была заполнена водой, что затрудняло как видимость, так и дыхание. Несмотря на опасные условия, Да ну группа нафиг. решилась двигаться дальше. Самый худощавый из них пошел первым и успешно преодолел узкий проход. Следующим был Боб Джонсон, которому повезло гораздо меньше. Все. Поначалу его продвижение через трубу шло нормально, но вскоре начались трудности, даже в относительно широких участках прохода. Каким-то Паника образом ему началась. удалось добраться до самой узкой части этого ужасного прохода, и тут его удача закончилась. Он оказался полностью сжат от пояса и ниже, причем каждая попытка освободиться только усугубляла ситуацию. Застрять в столь тесном пространстве уже невыносимый стресс. Ощущение, что Да стены это все, это реально, ну, фляга свистанет. сжимают вокруг, а каждое движение затягивает в каменную ловушку. Он как узел Паника затягивается. нарастает с каждой неудачной попыткой освободиться. Страх заполняет сознание, но для Боба кошмар только начинался. Помимо замкнутого пространства, ему теперь пришлось столкнуться с еще более страшной угрозой – быстро прибывающей водой. Вода делает любое спелеологическое приключение в десятки раз опасней. В сухой пещере, даже застряв, у вас есть время даже не по обдумать себе, план я вам спасения. отвечаю. Когда же вода начинает подниматься, ситуация мгновенно становится смертельно опасной. Ощущение, когда холодная вода постепенно поднимается вокруг тела и без того в клаустрофобном пространстве – это настоящий кошмар. Настоящая опасность заключается в том, что у застрявшего остаются считанные минуты до того, как утопление становится реальной угрозой. Боб Вы прекрасно пишете про фильм «Санктум». Что это за фильм такой? «Санктум». Кристина написала, он ребята еще в чате пишут. Сабин, если тут, ну-ка пометь-ка фильм. Я так понимаю, тоже, что-то я не припомню, чтобы мы такой смотрели. Про пещеры. Страшилка? осознавал эту опасность и отчаянно пытался вырваться из ловушки. Yeah, it looks tight. Billy, I get it. Pull in! Pull in! К несчастью, вода быстро пропитала его костюм, делая попытки протиснуться через узкий проход еще более Про тщетными. пещеры. Когда положение казалось совершенно безнадежным, одному из членов группы пришла Ужасы про выживание. Ну, достойный фильм, можно посмотреть. Давайте, на днях можно его скачать, посмотреть в хорошем качестве. в голову идея, которая в итоге спасла Боба. ВК, когда стрим будет, ребята, вот здесь оповещение кину в Hard Insight. Заходите, давайте посмотрим все вместе, прям в прямом эфире. Я не против. Как раз хоббитцев мы досмотрели всех. Страшилки прям идеально зайдут. Давайте, подписывайтесь на телегу, не забывайте. Кто в повторе смотрит, тоже добро пожаловать. Жизни. Вместо А с того, контентом чтобы море, пытаться каждый день продвинуть контент. его вперед, члены группы, находившиеся позади, начали осторожно тянуть его назад. И это сработало. Боб наконец-то освободился, хотя его испытания на этом не закончились. Позже в комментариях он рассказал, что он и два вытащившие его товарища ползли еще 3 часа, чтобы выбраться из пещеры через другой выход. Бастард Сквад. Этот инцидент оставил такую глубокую психологическую травму, что он теперь не может даже смотреть видео с того дня без приступов и тревоги. Бастард Сквад. Это жуткое видео было снято Джейкобом, Блин, мне прям реально не по себе. Фу! Хорош, вы чё? опытным исследователем, одержимым поиском тайн заброшенных шахт. Почти 20 лет Джейкоб спускался в забытые тоннели, документировал свои путешествия и делился с зрителями увлекательной историей этих скрытых мест. Обычно его исследования показывали красоту и таинственность заброшенных шахт, но этот случай был другим. Это стало тем, что он никогда не забудет. Все произошло 5 декабря 2000... Я думаю, что в горах, что в пещерах практически одинаковая тема в плане ошибка очень дорого стоить будет. Возможно, даже жизни. Я думаю, что это вообще может не простить ошибку.
2017 года, холодным и дождливым горы, что зимним пещеры. вечером. Джейкоб сел в машину и поехал по темной пустынной дороге, не подозревая, что его Очень ждет. стрёмная тема. Okay, that's the portal to the Waldeck mine. I'm inside. The wind has kind of died down a little bit, and it's not raining, so I managed to stay dry. Of course, I'm inside this little alcove, kind of. But anyway, you come down this little incline path, and then big boulders here you have to climb over. За моей and спиной then the tunnel's находится, right короче, behind два me. туннеля. This way. So let's. Это забей, это все, это вот такое просто увидеть, вот эти длинные коридоры, длинные туннели, все. Малейший шорох, все, у меня мотор, он просто лопнет, он скажет: давай, привет, я пошел на выход. Я серьезно говорю, это будет конец сразу, малейший только какая-нибудь уползновение какие-нибудь или какой-нибудь черт будет за углом стоять, все, конец. Check it out. Let's get in here. Когда Джейкоб вошел в шахту, Сразу. все казалось нормальным, даже спокойным. Ага. Для человека, привыкшего к таким опасным исследованиям, не было ничего необычного. Но чем глубже он уходил в туннель, тем сильнее начинало расти беспокойство. Наконец, Джейкоб Фонарик прошел хороший. глубже в шахту, ступая под прогнившими деревянными Неплохой балками, фонарь-то. которые держали на себе громадный вес земли. Опасность чувствовалась в воздухе, На мой но очень для похож. Джейкоба это была часть адреналина. После более чем 15 минут ходьбы начали происходить странные вещи. Ты это видел? Это произошло быстро, но если присмотреться, можно увидеть слабую вспышку света, похожую на луч фонаря в конце тоннеля. Джейкоб этого не заметил и продолжил идти. И вот тут Чего? А свет-то сюда светит, а от чего он там отражается? начался настоящий кошмар. Do you hear that? Sounds like what is that wind? Can you? I don't know if you can hear that on the А ну camera. нет. Do you hear that? It stopped. Все замолчали. Wow. Давай, привет. Где-то мы уже такое слышали. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's Причем именно с одной стороны звучит. a bird or I don't know what that is. It almost Птица, да, птица. sounds like snakes, but Я обчокнулся сразу нахер. Это я серьезно говорю. Это даже не смешно. Это вообще трэш какой-то. wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I think I keep hearing something. That was strange. I hear the air blowing here. Wow. Это один из самых напряженных роликов, которые я смотрел, я не знаю, за последнее время. Here and Очень крутая you really hear подборка. that airflow. I'm getting out of here and heading home. Громкие тревожные звуки эхом разносились по тоннелю. Казалось, будто кто-то шепчет, говорит тихо, почти неразборчиво. Где-то рядом, но вне поля зрения. Охваченный тревогой, Джейкоб решил идти обратно к выходу, надеясь выбраться в безопасное место. Но шахта его так просто не отпускала. Что, гонишь, что ли? I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. У выхода Джейкоб заметил еще один тоннель, который пропустил раньше. Собравшись с духом, он осторожно направился туда. Там он заметил нечто странное. С потолка свисали стальные цепи. Сначала он не придал этому значения, но когда он подошел ближе, что-то заставило его замереть от ужаса. Одна из цепей раскачивалась взад и вперед, словно кто-то только что дотронулся Не особо это на постанову, если честно, похоже. до нее. А в этот момент Джейкоб понял, пора уходить.
Он покинул шахту, не желая испытывать судьбу. До сих пор он не может объяснить, что произошло в этой шахте. Для него это остается загадкой, без рационального объяснения. Это 30-минутное видео снимает парень по имени Дэниел. Он с двумя друзьями изучает пещеру. Они вообще не подготовлены для похода под землю. Спустя всего несколько минут, что и логично, они заблудились. Я вообще Пытаясь сижу найти и выход, вообще Дэниел обнаруживает замолчал. комнату, заполненную... Вроде как надо какую-то реакцию делать, типа что-то комментировать, а здесь я сижу просто, у меня грудак, короче, сдавило и все. Я сижу и задумываюсь, что люди испытывали в тот момент. Это же просто, это забей, это, ну, это можно чокнуться. большим количеством пауков. Они огромных Пауки, размеров. я не боюсь. Oh, I'm not scared of Пауки spiders, but there's a shitload of them. Okay, spiders, don't touch me and I won't touch you. Ко всей этой жути один из друзей чуть не застрял между стен пещеры. Поначалу друзья, попавшие в такую ситуацию, кажутся вполне спокойными, но Надо к этому относиться очень серьезно. Никогда не рискуйте. Никогда. Приехали на заброшку, хотите что-то за вашим любимым стримером, например, хардплеем, да, повторить, не лезьте. Просто со стороны посмотрите, не заходите вовнутрь. Каждый раз вот заходишь, ты обязательно рискуешь жизнью. Еще раз говорю, заброшка — это очень поганые места, крайне поганые, в которых что угодно может случиться. Пожалуйста. Со стороны сфоткались, зачекинились, сказали: все, я здесь был, все, я в теме, все, я в курсе. Не лазьте вы ни по какому очку, особенно без подготовки. Ребят, берегите вашу жизнь. К сожалению, автосейвов нет. к концу видео у троих друзей начинает проявляться паника. Но, к огромному счастью, они выбирались оттуда целыми и невредимыми. Не, это просто забейте. Это очень жуткое видео от Зомби Чеза. Оно какое-то прям ультра криповое. Давайте. В комментах жду всех просто. Приглашение в комментарии.